Всем привет! В данном видео рассмотрим шестую фазу клановых боссов Элементали. У нас второй сезон. И в данном видео мы будем рассматривать пачки призыва. Будем бить через Лелю. Будет несколько вариантов. Начнем, пожалуй, с самого такого продуктивного, с которым мне удалось нанести именно больше всего урона. Это пачка с присутствием Тиамат и Бернейд в качестве вспомогательных героев для Лельванис. Начнем, пожалуй, с таймингов в данной пачке. Тайминги я использую вот такие. Играем через волнолома. И Тиамат используем без таймингов. Ирзилас стартует сразу, как только у него откатывается ульта, ну то бишь на 12.5 у меня. Также Бернейд тоже сразу же. И Лельванис на 15.5. У всех откат 18. Синтреля без таймингов. Ну и так же, как и Тиамат, в принципе. По шмоткам. Ирзилас у нас будет в сапру и с ребрами. Таланты взял вот такие. Также пытаемся в допах собрать ему атаки. Немного шанса крита. Ну и по возможности крит урона. Следующий у нас идет наш основной керри. Это Леля. Лельванис. Ветку талантов взял вот такую. Шанс крита почти 100% у меня. Вот по шмоткам все, что мог, вот выжал именно вот так. Пока что больше не получается. Ну, в принципе, меня пока что все устраивает. Далее у нас идет Бернейд. Вот такие таланты я взял. Берем ей точность. Одел сет 3 ушей. Также пытаюсь подсобрать атаку, сколько это возможно. Точность, и она у меня будет в разломе. Далее идет Тиамат. Ветку брал вот такую талантов. Последний талант не стал менять, там в принципе на урон ничто не влияет. Сет одел посланца. Дал ей орган и вот этот мифик на атаку. Кто-то ставит ей рог. Можете попробовать, как у вас будет лучше. Вот так, в принципе, можно орган поставить на Синтрелью, а Тиамат поставить рог. Единственный нюанс, что мы передаем статы максимальные, которые именно у нас. То бишь весь этот процентаж с ульты идет от наших стат. Поэтому я стараюсь как можно сильнее завысить атаку именно у Тиамат. Если я поставлю ей рог, мы получим больше дефовых стат, но атакующих меньше. Так, и собственно Синтреля. Все на атаку берем. Поставил ей вот этот артефакт. Также вот такую используем ветку талантов. Все, атаки у меня вышло где-то 8 с копеек. Да, 8 с копейками тысяч. Все. Вот так вот у нас проходит бой.
Такой урон у нас получается данной командой набить. Перейдем к следующим командам. Следующая по урону у меня получается команда, которая взял, в принципе, вообще с континентального босса. Единственное, что я сделал, это немножко изменил здесь тайминги. Так как на континенталке они чуть другие, вот. Здесь я использовал уже вот такие. Также я щиток сбросил, да, вот так. Все, я сдвинул, получается, Джорна и сдвинул на 18 секунду Лильванис. Все, так, в принципе, все осталось так же, как у меня было на континентальном боссе. Нюансы пачки. Смотрите, если, допустим, у вас вкачанная ветка в деф, вы можете попробовать бить через волнолома. У меня так не получается, так как у меня ветка не вкачана именно в защиту. Вот поэтому я бью через щиток. Получается, здесь мы выставляем уже всех вокруг Джорна. Я его стараюсь ставить примерно между этими двумя, чтобы он с боевого навыка цеплял их и накладывал штраф к атаке. Также суть тайминга здесь какая? Чтобы если даже вдруг какие-то бафы не успели наложить, то сначала Джорн их рассеет со своего ультимейта, а потом уже Лильванис атакует своим ультимейтом. Вот, и также, насколько помним, да, что у нас с Джорном тайминги получаются не 18, а 16 секунд откат. В этом, в принципе, и есть преимущество. Вот. Далее. Если бьем через щиток, то, в принципе, здесь можно переодеть Эрзилоса в атаку, дать ему побольше атаки, крит урона, артефакт заменить на атакующие. В принципе, можно даже с Джорна перекинуть туда орган и дать Эрзилосу кучу атаки. Это если бьем через щиток. Я просто с этой пачки не переодевал, так как она у меня с континенталки. Вот. Соответственно, Бернет у нас будет одета в этот сет. Таланты не меняются, поэтому таланты каждый раз рассматривать не будем. Вот. На Бернет у нас будет 3 ушей. На Джорне будет сет посланца, так как он будет часто спамить боевым и накладывать ослабления. Лильванис все так же максимально разгоняем в урон. Синтреля также все в атаку с данным артефактом. Вот. Далее. Так, тут уже смотрели. Бернейт тоже. Вот. По поводу Эрзилоса, думаю, разобрались, да? Бой полностью показывать не будем, потому что в этом, в принципе, смысла нету. Так, чисто покажем старт. По поводу урона получается где-то 5,6 вот так вот набить. То бишь с Тиамат у меня 6,1. Данной пачкой получается 5,6. Вот, в принципе, в чем суть, что... Да и то, переведите, как бы без деф ветки вначале очень тяжело, и у меня они без щитка начинают умирать. Если у вас получится, можете попробовать через волнолома. Вот, и так, в принципе, все. Она входит в дракона. И дальше уже все, элементали лежат постоянно полумертвые. То бишь нам главное прожить именно начало. Если у вас без щитка это получится, то вы, в принципе, и дальше будете жить. Едем дальше. Если у вас нету, к примеру, Тиамат, вы ее не крутили, у вас нету также Джорна, да, то, в принципе, я попробовал ударить через Торина. Тут у нас получается, я его ставлю за спину Лильванис, чтобы он всегда либо чистил, либо кидал баф на невосприимчивость к ослаблению, чтобы на ней не висел штраф к атаке. Соответственно, все остальные у нас будут максимально бафать урон. Эрзилос у нас тут уже становится с ребрами. Также, в принципе, в варианте с Джорном можно было поставить ему ребра
и максимум сапры выжать. Далее. Бернейд теперь в сете посланца, потому что дебафа больше накладывать некому. Синтрелия все так же в атаку, только теперь орган у нее. Так, и получается заливает ульту у нас теперь Торин. Дал ему урок, ветку талантов, связанную с щитками, и вот этот мифический артефакт, чтобы он как можно чаще кидал щиток и бафал урон уже Лильванис. Тайминги использовал я в данной команде уже вот такие. Тут уже мы бьем через волноломы, потому что у нас с выживаемостью проблем нету. Все, и в принципе урона, конечно, меньше с данной пачкой, но тем не менее где-то ближе к 5, вот где-то 4,7, вот так вот набить получается. Опять-таки это при учете, что у вас нету ни Джорна, ни Тиамат. Далее, по поводу Бернейд. Если у нас нету ни Тиамат, ни Бернейд, ни Джорна, никого. Вот, в принципе, команда. Собрал такую. Тут уже, в принципе, по обстоятельствам. Если есть Тиамат, ставим ее вместо Эстеллы. Если Тиамат нету, но есть Джорн, можно попробовать заменить ее Джорном. И, соответственно, тайминги будем сдвигать на 16 секунд. И выставим всех вокруг Джорна. Кстати, с Джорном будет повеселее, потому что будет накладывать кучу дебафов у нас Репекас и уменьшать готовность абсолютного навыка у элементалей. Кстати, вот такой пачкой я бы попробовал уже именно без щитка, чисто на характере, с волноломом. Потому что в начале прям очень сильно мы будем этих элементалей мучать, и скорее всего эту фазу именно стартовую мы переживем. Вот, так как Репекас будет чистить и бафы не давать активировать, потому что будет кидать запрет усиления, будет резать полоску. То же самое будет делать Джорн. Но если Джорна нету, то вот, в принципе, ставим Эстеллу. Эстелла в залив. Также Рок. Таланты я даже все не брал. Взял основные, там, где нам дает щиток. Вот. По таймингам использовал вот такие. Обязательно ставим тормоза на Эстеллу, потому что у нее, в принципе, откат 15,3, плюс она будет бафать сет, и получается сет активируется раз в 15 секунд, а у нее будет, получается, 13,3. Соответственно, каждый второй каст она не будет вешать вот эту заливку ульты, поэтому обязательно ставим тормоза вот эти. Также волнолом. Далее, получается, Репекас кидает либо запреты, либо еще что-нибудь. Тут теперь у нас как бы Бернейд нету, поэтому ждать нам не нужно, пока там разлом кинется. И в принципе на 13 я уже Лильванис в принципе врываюсь. Вот. Вильзилас на 12,5 перед ультой прям. Ну и Синтрелия без откатов. По поводу того, как одевать здесь кого. Вильзиласа я одел полностью в атаку, он раздает у нас атаку, ее будет брать еще и Синтрелия. Синтрелия получается с этим артефактом. Вот. Да, на Вильзиласе будет куча атаки и именно через сет 3 ушей, потому что в посланце у нас Репекас. Вот, заливка на Эстелле, тут чисто атака, Леля вся в урон. Все, соответственно, поняли, да? Если Джорн, то просто ставим ее сюда. Если просто нет Бернейд, тогда ставим Тиамат. На заливку у нас будет возвращаться Ирзилас. Вот. Рип так, наверное, останется в этом, либо... Хотя, ну, именно сет посланца будет выгоднее поставить на Тиамат. Вот. Именно данная концепция это если нету Бернейд. Но есть там, к примеру, Эстелла, само собой, она как опека у всех есть. Джорн или Тиамат. Как кого одеть и как лучше уже, смотрите сами. Жить, в принципе, должны при любом раскладе, даже если будет Джорн, с Тиамат уж подавно.
Вот, в принципе, что. На этом все. Набивайте хорошие цифры. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал. До скорых встреч. Всем пока.